Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 10 по 16 июня. Вот давайте узнаем, что нам приготовили карты для вашего знака зодиака. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории. Он не расскажет и о каких-то переживаниях, что вас волнует. Тут могут кто-то из вас получить конкретно деньги или определиться с работой. Могут быть и предложения по части работы. Все будет зависеть от того, как вы какой-то предыдущий период, ну, может быть, вы искали работу, или вы с чем-то распорядились, какими-то возможностями, как вы самого себя или саму себя приложили в том направлении, в котором вам хочется идти, двигаться. Тут вот именно по восьмерке пентаклей нам показана ведь эта карта профессионала, деятельного человека. И нам говорят, что вот как раз с тузом жезлов это ведь всегда как или инсайт, или новость, или информация. Она приходит к тем, кто к этому шел. Конечно, она может и проиграться, как получение денег, я уже сказала об этом. Ну или еще какие-то возможности по части вашего труда, вашей деятельности или дополнительного дохода. Тут у каждого по-своему. Давайте будем смотреть. И в нашем традиционном еженедельном прогнозе мы зададим вопросы. Первый будет у нас звучать, что важно знать или какая сфера жизни будет у вас проигрываться, вокруг чего будут разворачиваться события недели. Неожиданности или чего мы не избежим. Чему сейчас не время, что может помешать, что же вам будет помогать, мои дорогие стрельцы, что радовать будет, что скрыто, может быть, вы чего-то не замечаете, может, это вас скрывают. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег, личная жизнь. Что же важно? Умеренность. Вообще прекрасный старший аркан. Спокойствие, гармония в душе. Все идет в каком-то своем порядке, в своем ключе, своим чередом. Безусловно, может по этой карте что-то как немножко встать на паузу. Или те ваши намерения или желания, то, что вы себе наметили, тут тоже быстро что-то не будет. Сама по себе карта может для кого-то из вас означать отпуск, когда мы никуда и сами-то тоже не торопимся, потому что хочется покоя в душе, какой-то гармонии в семье. Или если вы один или одна, значит, есть какие-то у вас те дела, которыми вам тоже хочется заняться вот так, за вдохновением. Но сама карта не предвещает нам каких-то неожиданностей. Ну, давайте все-таки посмотрим. Да, вот все то, что я сказала. Карты семьи, десятка кубков. Вопросы, связанные с самой по себе недвижимостью, может быть, для кого-то переездом или общение с вашей семьей. Если вы даже один или одна, вполне вероятно, могут проиграться, как знаете, те люди, которых мы знали прежде. Люди, может быть, из прошлого. Или вы будете обустраивать то место, где вы находитесь, где вы конкретно проживаете, вам захочется больше уюта, гармонии, комфорта. Или сама по себе еще десятка кубков – это ведь карта радости, карта счастья, приятных новостей, эмпатии и чего-то доброго, светлого. Поэтому в неожиданностях какая-то радость. Чему сейчас не время? Ну, кому-то что-то доказывать, быть таким отстраненно холодным, где-то жестким, или с кем-то не соглашаться. Если вы даже не согласны, значит, вот умеренность, гармония в душе. Ну и пусть люди думают как-то по-другому, ведь на самом деле важно то, что думаем мы сами, а не перестраивать кого-то там на свой лад. Поэтому вот то, что касается мечей, да, когда мы готовы от чего-то отказаться или с кем-то провести какой-то важный разговор, буквально, как есть выражение, на ножах. Вот подобным энергиям просто не на этой неделе. Нет вообще места. Может быть, нам говорят, если даже ты в семье с кем-то не согласен, но все равно держи баланс в душе, будь дипломатом. Это помогает к счастью, к радости, к благополучию и к решению, может быть,
более серьезных вопросов, даже касающихся чиновников. Все-таки у вас старший аркан. Тут, в принципе, дружелюбие помогает. Что же помогает, как позиция карты? Вот нечего сказать. Карта сила. Да, она говорит о дипломатии. Держи эмоции на коротком поводке. На короткой цепочке показан лев рядом с прекрасной девой. А лев – это прообраз нашего эго, когда мы хотим настоять на своем. С другой стороны, лев не чувствует агрессии, потому что девушка с ним очень правильно взаимодействует. Она великий либо дипломат, либо манипулятор, мои дорогие. Энергетика, как у карты мага, одинаковая. Мои дорогие девочки, это вы можете быть очень притягательны для противоположного пола. И тут могут проиграться вопросы страсти. Кому-то захочется с вами быть. А мужчинам это важная женщина в вашей жизни, которой тоже хочется быть. У кого-то проиграется и так. Но в целом карта дипломатии и больших возможностей. Причем в каком-то спокойном ритме. Что скрыто? Я не могу сказать, что тут кто-то от вас скрывает намеренно. Это вы можете скорее что-то скрывать, обдумывать, не доверять, не торопиться куда-то. Нет в девятке жезлов ничего, чтобы было такое, знаете, подковерно, как замысел какой-то. Нет, это больше касается вас. И для кого-то будет просто говорить о том, что вы не должны быть в одиночестве. Все-таки это карта замкнутого пространства, когда мы огораживаемся от мира, когда мы можем потерять какие-то возможности или начать себе обдумывать какой-то вопрос и выстраивать совершенно неправильную, кстати, стратегию, потому что нет реальности. А нам говорят, держи руку на пульсе. И если тебе нужно куда-то поехать, или тебя куда-то приглашают, или дело требует какое-либо вашего участия, ты продумай. Да, может, у кого-то эта карта дает совет. Ты сейчас удели внимание своим планам, проектам, своей личной жизни, мои дорогие. А какую-то работу оставь на потом. Может быть и так. Но нет какого-то злого умысла. Дела, работа, бизнес. Может быть, что-то и не устраивает по пятерке кубков. А нам говорят, не устраивай глубокую философию. Это, кстати, карта апатии. Мелкая карта, за которой ничего не стоит, кроме наших неправильных эмоций. Это, знаете, может быть, когда, предположим, мы думали, какой-то вопрос решится быстрее, а у нас карта умеренности. Тут что-то может замедляться, и вам это может не понравиться. Или, может быть, вам не нравится конкретный человек, или его реакция, или вы с ним не согласны. А нам карта говорит, да, это мелкий вопрос. Тут самое главное увидеть что-то более стоящее. Задача всей недели. Или, как мы сказали, не должно застать врасплох. Причем не плохое, мои дорогие, а хорошее что-то. А есть, видимо, опасность быть на своей волне или быть таким вот, как еж, непримиримо колючим. И тогда можно проспать что-то доброе, мои дорогие. Поэтому не время хандре, не время грустным мыслям, не время жесткости, я бы сказала. Все карты об этом говорят. Деньги, новые возможности заработка. И вообще нам карта говорит, кто-то может пойти учиться или конкретно у вас сейчас тот период жизни, когда вы заканчиваете курсы обучения и вот-вот уже как перелистнете страницу собственной судьбы. И у кого-то это по работе, как после учебы вы приступаете к чему-то, вы специалист, меняется ваш статус, меняются ваши возможности. Для кого-то из вас это как буквально экзаменационный период, который тоже обещает в последующем, что вы примените эти знания на практике и вырастет ваш доход. Все-таки у нас пентакли. Для кого-то из вас это будет говорить, жизненный экзамен мы проходим. Все равно жизненный этап, который был прежде, заканчивается, и мы на пороге чего-то нового. Карта также подсказывает, что вы можете какой-то вопрос искать как недостающую информацию, чтобы решить. И у кого-то проигрывается, может быть, онлайн-курсы, или когда вы профессионал в своем деле, но вы тоже хотите построить карьеру, или, есть какие-то у вас задумки. И мы здесь в конечном итоге ищем информацию или обучаемся, проходим какой-то
период подготовки для того, чтобы в последующем все наши знания, самые любые, применить на практике, и от этого тоже увеличивается доход. Ну, тут правда, что-то есть перспективы именно по заработкам, по деньгам, или для себя какое-то новое дополнительное направление, или дополнительный доход. Вот все то, что касается денег, плюс где-то с обучением связанное, это будет со знаком плюс. Личная жизнь. У кого-то могут быть и предложения, но тут по 7 кубков главное не замечтаться. Эта карта, кстати, статики тоже. Когда может быть такая обстановка вокруг вас, или вам захочется многого. Даже если вы, допустим, сейчас один или одна. Но по этой карте мы не можем долго мешкать. С учетом 10 кубков. Карты тогда вас разворачивают, что, ну, где-то говорят, как долго ты будешь сидеть. Тут вверху у нас выпадает карта сила. Все же карта сила, да, это дипломатия, но это еще и активных действий, которые более такие просчитанные, или какие-то возможности исправить ваше сольное пребывание, когда вы можете встретить или где мне встретить, какие-то вот подобные вопросы по личной жизни. Если вы хотели бы с кем-то познакомиться, тогда все карты подталкивают, с учетом еще и 10 кубков, что ты составь себе буквально план. С чем ты определись, но не сиди в ожидании. Ты ничего не дождешься. Есть ведь и значение иллюзорного успеха. И 7 – это не быстрая карта, это где-то наше бездействие. Но тогда карта нам говорит, оно не может продолжаться долго. С чем-то, может быть, и придется определяться. Или навести вот эту баланс, гармонию в душе. Об этом тоже может говорить карта. Или у кого-то, ну, могут совпадать вопросы, когда любовный треугольник или какая-то прежняя ситуация у вас не завершилась, а уже по личной жизни есть другой совершенно интерес. И для кого-то определяйся, будет говорить эта карта. У каждого по-своему. Самое главное, неспешно нужно вам, как карта советует, не продолжать какую-то прокрастинацию, а выбрать то направление, куда вас зовет душа. Возможно, вы перейдете к активным действиям не на этой неделе, с 10 по 16, но в своей душе с чем-то определиться или создать план, так или иначе, пусть выпадает на личную жизнь. Но личная жизнь не всегда про любовь, а 7 – это, ну, где-то наши сомнения или как какой-то восторг, но который под собой не имеет основания. Все же карта приглашает нас быть реалистами. Карта нам также говорит, ты решайся на что-то, куда вас ведет ваше собственное или ведут подсказки собственной души. Вот в том направлении, наверное, где-то и ваше счастье.